Извините, что этот обзор, там нет экшена, нет котят, там нет разломанных стекол. Нужно снимать и такие обзоры, чтобы те, кто... Тёма окно предложил выбить. Давай. И не подавайте на меня в суд больше, пожалуйста. A conquistare la rossa primavera dove sorge il sol dell'avvenire. A conquistare la rossa primavera dove sorge il sol dell'avvenire. Всем привет, это канал Loud Sound. Нам часто пишут, где обзоры аппаратуры, еще нам часто пишут, где кошки, еще нам часто пишут, где хаммер, где тренаха и так далее. И преимущество нашего канала и сложность заключается в том, что у нас очень разный контент, очень разные типы видео, и вот не успеваем. Одни заходят сюда посмотреть новинки автозвука, другие заходят посмотреть валево, красивые видео, как Тигран собрал очередную машину. К сожалению, у нас чередуются видео не так часто, как хотелось бы. Ну вот сегодня те, кто хочет посмотреть на новинки на рынке автозвука со сноской, это не совсем автозвук, они сегодня будут удовлетворены более чем полностью. У нас сегодня на обзоре чистокровная итальянская эстрадка Fatal Pro. Те модели, которые могут применяться в автомобиле. С этого и начался громкий автозвук, потому что автокомпоненты не могли воспроизводить на должном уровне громкости должное качество. И в автомобилях начали применять эстрадку. Одна из первых была P-Audio, 18 Sound, Eminence, BNC. Каждая компания, она вот чем-то отличается. Бейма очень сложно подобрать модель, там, которая бы качественно играла, хотя громкости там хоть отбавляй. У 18 Sound очень ограниченное количество моделей, которые можно применять в автомобиле, очень высокая цена и так далее. У каждого производителя есть какие-то свои плюсы, какие-то минусы. Fatal отличает качество звучания, те модели, которые мы уже послушали, и именно упор компании, которые мы видим, как они себя позиционируют, это именно качественное, ровное, породистое звучание с повышенной громкостью. То есть у нас здесь нет моделей, которые бы убивали, как вот у 18 Sound есть такая модель Justin D410. У Fatal, наверное, 6 PR122, да, только есть неодимовые. Вот, есть коаксиалки. Ну, мы к этому подойдем чуть позже. Но смысл в том, что если вы возьмете такие модели, как 8 FE200, 6 FE200, вы не услышите там какой-то выдающейся громкости, но правильно подобранная аудиосистема очень сбита, очень качественно играет, и при этом громкость, конечно же, выше, чем у любых автокомпонентов. У нас сегодня достаточно большая линейка Fatal Pro, не вся, у них больше моделей. Мы вас познакомим с основными и с новинками. Новинками, которые мы некоторые еще не слушали. Посмотрим на них, посмотрим параметры, цену. Сделаем выводы, какие компоненты, в каких аудиосистемах, с какими компонентами лучше согласовать, что лучше купить, для каких целей. Поможет мне сегодня Артем. Он меня, я бы сказал, снимает, но у нас вот теперь штатив, и он просто стоит и втыкает в экран, не знает, что ему делать, такой вот оператор-бездельник. Мы сейчас это исправим, он сядет за стол, я буду снимать весь этот беспредел, и по каждому динамику мы пробежимся, попробуем выяснить, для чего какой нужен. Потому что я вас прекрасно понимаю, я точно такой же, вот как и вы, если бы я просто зашел в магазин и увидел бы вот этот динамик, я бы не сразу понял, для чего он нужен. Прежде всего, что нужно понимать, это и есть настоящая эстрадка, вот та самая эстрадка, с которой все началось. То есть после того, как в автомобилях начали применять эстрадный звук, на рынок полилось в красивых коробочках с красивыми надписями огромное количество типа громкой музыки, типа качественной, типа эстрадки. Но это не эстрадка была, это именно такой сегмент громкой автомобильной музыки. Я говорю сейчас о ранних драгстерах, каденсах, Альфард у нас были модели, которые уже доработаны и уже там давно какие-то приблизились к эстрадке, какие-то ее превзошли. Но вот это именно, это тот самый old school, это та самая бумага, 8 сопротивления, некрасивые картонные коробки, профессиональное назначение динамиков именно для качественного громкого звука. Эти динамики все, что отличает там от автобрендов, очень скрупулезно отслушивают в студиях, смотрят все графики, смотрят, как это ведет себя в полях. Предназначены изначально эти динамики были для студий, для дискотек, для концертов, ну, для, можно так сказать, открытых пространств различного объема или вообще без объема. Они не предназначены для автомобиля, поэтому сложность применения эстрадной акустики в автомобиле заключается именно в том, что нужно понимать, как подключить динамик, какая ему нужна мощность, какое ему нужно оформление, как скомпоновать динамики. Пару слов о компании. Компания основана в 1958 году, молодая компания.
И уже в конце 60-х она была основным итальянским производителем акустики на итальянском рынке. Бизнес семейный. Мало кто понимает, что это значит. Я работал в компаниях в иностранных. Одна из них была семейным бизнесом. Это всегда очень круто. Управляются такие компании, как сказать, более эмоционально. Решения принимаются очень часто в ущерб деньгам, но в пользу качества, в пользу потребителей, либо в пользу там каких-то амбиций одного из членов семьи. То есть это вот семейный бизнес, которому уже сколько получается, ну больше 55 лет. Отличает компания, уже сказал, что упор на качество, у них есть собственная безэховая комната, проводится огромное количество испытаний. Кроме студийной эстрадной акустики, у них есть еще и автоакустика, она отдельно производится специально для автопроизводителей, а ее нет вот так вот в свободной продаже, как этой. Они в 80-х годах уже начали поставлять динамики некоторым автопроизводителям, и на данный момент они работают более чем с 25 автомобильными брендами. Эти динамики можно найти там в куче разных машин, не будем говорить сейчас марки, не уверен, что мы можем это делать. Немного истории, немного о самой компании рассказал, давайте теперь перейдем непосредственно к самим динамикам. Так, у нас здесь бардак, давай разложим сейчас это все красивенько. Это вот для вас так сейчас, оп, и все красивенько. Да нам это все расставлять, видите, как теперь все логично и по порядку. С какого начнем, Тёма, с самого большого или вот с малышей? Малыши. Сразу по названиям. У нас название серии есть FE, PR, HP, RS и вот цифры. Первая цифра обозначает размер, что обозначает последние цифры, если честно, я не знаю. Также у нас здесь есть заявки на динамике сразу. Причем мы сразу видим, что неодим и феррит у нас заявки одинаковые. Вот 40 ватт. Вот эти два динамика получаются у нас одинаковые, просто на ферритовом и на неодимовом моторе. Fatal Pro очень этим гордится, что им удалось ферритовые динамики сделать такими же по параметрам, как и неодимовые. Зачем нам вот эти динамики? Вот у нас есть тройка здесь 3-дюймовый и четверка, 4-дюймовые динамики. 4-дюймовые динамики это у нас отлично подходят в штатное место BMW, но ферритовый может не поместиться по некоторым причинам в некоторые машины. А вот неодим это самое то, что доктор прописал. То есть если кто-то ищет замену в штатке в двери, в BMW-шные 4-дюймовые динамики, туда отлично подходят. Также тройки и четверки мы можем применять в домашней акустике. Игровые колонки отлично с них можно собрать. Они заявляются как мид-бас. И у них очень внушительный диапазон воспроизводимых частот, огромная полоса. Соответственно, динамик будет нам и серединку давать неплохую, и да, за счет того, что он маленький, и за счет того, что у него большой ход, очень неплохую глубину. Ферритовая версия тройки у нас будет стоить 2580 за пару, и неодим будет стоить 4000 за пару. Ценники не как на ширпотребных там динамиках по 1000, по 1500, а кратно выше. Но это у нас Made in Italy. Четверки неодим стоит 5000 за пару. Ферритовая версия, сколько ты говоришь? 3580. В принципе, я бы поэкспериментировал в домашке или там вот в бэхе, как средний частотник, который будет очень большой диапазон воспроизводить. Так, ну и соответственно переходим к мид-басам. Вот эти стоят у меня сейчас в бэхе. Это 8 FE200. И вот эти тоже у меня стоят сейчас в бэхе. Это 6 FE200. Сыгрались они отлично. Восьмерки я установил сразу после DevBonsов M80 и оставил DevBons один в одной двери и две вот этих в другой двери. По громкости они не сравнятся с DevBonsом даже вдвоем. Тут чуть-чуть другой смысл. Это не очень мощные динамики, и они не очень хорошо воспроизводят верх средних частот, так скажем. Они затухают где-то уже на 2-3 кГц, и вот я бы их рекомендовал именно в мидбас. Хотя в принципе в двухполоске они тоже могут играть, но вы понимаете, что громкость при этом будет не самая максимальная. А вот как мидбас с него вытащить можно очень здорово, и при этом звучание очень ровное. Вот это мне понравилось. Вот этот динамик у нас шикарно играл в стенде, просто шикарно. И громкость, и вот все на уровне было, да, и от 100 Гц играл. В машине у меня в объеме 2 литра он заиграл похуже, но качество при этом не пострадало. Он играет тоже очень ровно, очень широкий диапазон частот, но вот эта вот громкость, которую мы в стенде услышали, она пропала. Поэтому, возможно, для него нужен побольше объем. Я думаю, в дверь просто ставить и все. Либо просто в дверь. Но как сейчас у меня в бэхе играет, многие послушали, многие оценили. Ну, по крайней мере, если мне люди не врали в глаза, то вот на соревках, кому я включал, всем очень нравилось качество звучания. И в открытые двери тоже классно играло, ну, на открытые.
открытую. Нормально, что у меня Dire Straits я запускал? Да, и громкость, в принципе, на уровне была. Да, но это не Ставрополь, ребята, это не Ставрополь. Братья Харченко, сразу я с ними говорил, они говорят, это немножко не наш профиль, им надо погромче. А здесь максимальная громкость не такая, как на, там, например, тех же SPL Show Герц, да, это вообще, то есть, ну, с SPL Show эти динамики никак не сравнятся по громкости, но... По цене. И по цене, кстати, да. Стоит 8 7000, 6 чуть-чуть дешевле совсем. Сколько там? 6600, на 400 рублей дешевле. Если вам нужна формула отличной трехполоски, вот именно Midbass и середина, я бы смело рекомендовал ставить вам вот эти динамики. Если вы не хотите удивлять кого-то там супер громкостью, это очень качественное чистое звучание будет. Ну, да, Тёма сразу у нас предлагает перейти к драйверам. Ну, мы отложим это чуть-чуть, потому что у нас здесь есть что. Это у нас 6PR110. Есть еще 6PR122. Это неодимовый магнит. У нас нету сегодня их в обзоре, к сожалению, мы все продали. Очень дорогие. Эти у нас стоят гораздо дешевле. Есть версия 8 Ом, 4 Ом, кстати, я не сказал, но 8 и 4 Ома у нас есть на практически все, да, динамики, по-моему, или именно на все, да? Все динамики есть в версиях 4 и 8 Ом. Если вы хотите две пары поставить, можете брать смело восьмерки, подключать в 4. Очень тяжелые динамики, вот еле держу его, прямо тяжело. Они стоят дешевле, чем их неодимовая версия, но все равно не дешево. Они стоят 13 400 за пару. И, собственно, вы спросите, зачем, ну, какая разница между вот динамиками за 6 и за 13 400, в 2 раза дороже, а мы спросим у Тёмы. Динамик кратно громче и играет до 8 кГц стабильно. Он играет примерно, ну, как две пары. Получается, формула у нас простая. Midbass 8 FE 200, желательно 2. С бюджетом в 6000 6 FE 200. Или погромче и подороже 6 PR110. Если надо еще громче, это 6 PR122. 19,5 тысяч. 19500. И что, как он играет? Он один из лучших, по-моему, которые мы слушали за последнее время среднечастотников. Похожая была у BNC какая-то, да? 6MD38. Да, 6MD38. Ферритовая и 6MD, NMD, по-моему, неодимовая версия была. Грубо говоря, чтобы вы понимали, это класс фиолеток, но с более ровным звучанием, тише. Вот эти динамики будут уже играть громко и широкую полосу, но они будут играть кратно качественнее, чем те же 410. Хотя, конечно, такого рака ушей вы с них не получите. Ну, я еще раз повторюсь, вот Fatal Pro себя и не позиционирует как самые громкие динамики, у них больше упор идет на такое студийное качество. 10-дюймовая версия, вот, на таком же точно магните. Мы имеем большую площадь диффузора, как следствие ниже диапазон воспроизводимых частот и большую громкость, соответственно. У нас во всех динамиках применяется старая добрая бумага, настоящая, ну это old school. Это менее применимо, чем восьмерки, давайте будем честными. Ну, допустим, если кто-то хочет добить себе громкость в салоне, ну, можно даже и в заднюю полку их с какими-нибудь твиттерами придумать. Ты бы куда их поставил, Тёма? Или не ставил бы никуда? Ставили в полку PS10 Alphard, потому что людям вполне хватало. У них PS, кстати, 55 Гц заявленный. Поэтому они довольно низко играют. И цена довольно бюджетная, 8000 за пару 10-дюймовых. Да, десятки итальянские. Переходим плавно к драйверам. У нас драйвера двух типов в нашем магазине есть. Это наиболее подходящие в автомобиль. HF100 и HF102. Неодимовый и ферритовый. Ферритовый у нас стоит 7400, неодимовый стоит 10400. Это цены за пару. Можно использовать их как отдельно, самостоятельно, так и устанавливать на них вот такие рупора. Тогда, конечно, у нас будет лучше направленность, больше громкость. И как бы это динамики отличает от обычных рупорных твиттеров то, что здесь высокая громкость и, как правило, ниже воспроизводимые частоты. То есть они не доигрывают до верха, как правило, драйвера. Но вот эти, Тёма слушал, я не слушал, играют. Эти играют. 15 доигрывают смело за счет того, что катушка 1 дюйм всего. Они высоко очень играют. Вот такой мы получили драйвер, который можно установить без потери качества, но с достаточно внушительной громкостью. Переходим к самым интересным динамикам, которые мы еще не слушали. Вот это ты слушал? Да. В стенде вкручивал или где ты? Да, это Это 8PR 155,
400-ваттный. И я не могу его поднять. Он тяжелый, очень тяжелый. Нет, могу. Ну, боюсь поцарапать стол. Я ради вас сегодня стол себе, вот, кстати, отдал на растерзание. Царапаем стол, чтобы вы узнали про модельный ряд Fatal Pro. Как он играет, Тём? Бас чистокровный до 4 кГц где-то играет. Он не играет, он лупит. Ну, Да. судя по мотору. 2 И дюйма катушка у него. все изделия, я вот не знаю, сказал, нет, выглядят очень качественно, очень породисто. Диапазон частот от 80 Гц до 6 кГц. И чувствительность 97 дБ. 97. Да. Дальше у нас идет что-то подлинноходнее гораздо. Это вот новые модели, которые мы получили. До 3 кГц заявка, то есть и мощность уже у него, по-моему, 500 Вт. И резонансная 50, плюс подводящие, посмотри, довольно толстые. Отличный вариант, кто не хочет сам ставить, но хочет трехполоску. Далее у нас 10 RS. 10 RS 350, полкиловатта. Вот такая вот игрушечка 10-дюймовая. Уже можно использовать и как сабвуфер. То есть ход есть. SFU-шный такой динамик. Цена, спросите вы, 23 800 ответит Артем. За пару. За пару. К счастью, Можно послушать? это цена за пару, но это две злые десятки будут с достаточно неплохим мотором. Сейчас сразу забомбит у людей, да, почему бы не купить мне какой-нибудь сабвуфер там мощный, там DevBones или я не знаю, Dynamic State, там, и не слушать супербас. Повторяю еще раз, мы сегодня рассматриваем такое громкое sound quality, громкое SQ. Это чуть-чуть другое, эти динамики не предназначены убивать, но это бумага, это Италия и 2,5 дюйма катушка. это компании, которые гонятся за вот именно качеством. Сколько здесь катушка? 2,5? 2,5. Кстати, вот Тёма подсказывает, мы не сказали цену за вот эти динамики, они стоят 22 600. Я думаю, найдут применение вот у каких-нибудь громких SQ-шников или даже просто SQ-шников. Я бы послушал такой динамик с удовольствием. Сабвуфер от Fatal Pro. Я, насколько помню, да, первый сабвуфер у нас в магазине эстрадный. Ну, я не знаю, Ганнибалы у нас были, да, Ганнибал 15, PS 15, да. А тут, смотри, корзина какая. Очень интересный динамик. Он стоит 24, да? 26. Этот динамик стоит 26. Это такое хардкорное устройство, и при этом это бумага, сопротивление 8 Ом. 4 тоже есть. И заявка в 2 киловатта. Ну, У нас RMS Макс, киловатт. а РМС у нас 1. Что-то куда лучше подойдет, Тём, вот этот Лучше дух? подойдет любителям клубной музыки, электронщины, драм н бейс. Если вы поставите такой саб и включите негров, то, скорее всего, вам не понравится качество звука и, возможно, вы его сломаете. Я давно хотел такие поставить, если честно, что-то в этом роде. Две такие пятнашки и настроить там повыше короб или вообще в ЗЯ даже попробовать. Или ты говорил в ЧВ даже? ЧВ можно попробовать, в рупор. Отлично эти динамики подходят. Вот, ну, вот это чуть-чуть другой бас, это именно то, чего не хватает с низкими настройками людям. Когда они включают клубную музыку, у них начинает мазать, гудеж быть какой-то, гул, и никакой скорости нет. Вот этот динамик будет именно панчить. Очень рекомендую послушать любителям клубной музыки такой саб. Но по оформлению экспериментируйте. Я бы начал с простого фазоинвертора, настроенного там повыше, не знаю, 45-50, да, можно? Или ты что бы сделал? Я бы рупор сделал, если место позволяет в машине. Или рупор. К сожалению, мы не можем все это оттестировать, сжечь в старом стиле, да, Loud Sound все очень любили обзоры, где мы взрывали, сжигали. На самом деле есть сейчас большая проблема с этим. Количество новых брендов просто колоссальное, которые появляются каждый день. Количество новых линеек внутри брендов такое же колоссальное. Смены линеек. Мы просто тупо сейчас за всем не успеваем, и, если честно, жалко времени. Раньше у нас появлялся какой-нибудь там, не знаю, Ганнибал там NM6, и это была новинка, это надо было попробовать, было мало конкурентов. Сейчас же брендов настолько много, что мы не успеем просто это делать. Примеры в инсталляциях, смотрите, их у нас немало на канале, как мы устанавливаем это в машину, как это играет, отзывы читайте владельцев. Мы же вас ознакомили с модельным рядом, рассказали о компании, и в принципе, если бы это было какое-то железо недостойное внимания, мы бы не делали этот обзор, но это действительно классная акустика с упором на качество. Я еще раз повторюсь. Кстати, по поводу прочности, вот про те же 8 FE200 я не сказал. В бэхе я попробовал их спалить, они не сгорели. Я очень сильно над ними издевался, 50 Гц им вливал.
вал и такую достаточно внушительную мощность. У меня мощность есть в бэхе. Они не сгорели, 16-ка также не сгорела. И вот по прочности могу поручиться за эти модели. Действительно очень прочно сделали, несмотря на то, что как только их ставишь и требуешь от них какой-то громкости, появляются искажения. Слышишь, что динамик это воспроизводить вроде бы как не может, но потом ты грубишь, и он просто вот так же не может сколько угодно времени. У меня не получилось их спалить. Подытожим. Имеем компанию с полувековой историей, имеем дорогое железо, действительно дорогое. Железо качественно играющее, в лучших традициях все сделано из бумаги, есть ферритовые, неодимовые версии, есть драйверы, есть рупоры и динамики есть совершенно любых размеров. Вот это радует, можно собрать аудиосистему, там, ограничивающуюся только вашей фантазией. Можно поставить там пятиполоску, например, сделать, поставить тройку, четверку, шестерку, восьмерку, 50-ку. Вот собрать можно домашку такую нереально громкую, которая будет при своей громкости захватывать весь диапазон воспроизводимых частот своей собственной полосой. Ну, это уже там мысли вслух. Я не знаю, кто так делал. Может, Тёма все-таки что-то сделает со своей домашкой. Он давно хотел домашку. У меня была куча мыслей про домашку. Я боюсь этого, если честно, только если я начну. И понесет. Вот сейчас я на это смотрю, у меня прям руки чешутся попробовать вот многополосную систему, которая будет играть качественно за счет того, что динамики выполнены сами качественно, за счет того, что они рассчитаны хорошо, и громко за счет того, что будет много излучателей. Вот это вот действительно был бы такой хардкор, громко SQ в прямом смысле этого слова. У нас на очереди обзоры таких компаний, как Pioneer, Альфард, Сват, ну, разные компании сейчас нам попадают в руки. Мы, наверное, будем вот делать в таком формате обзоры, знакомить вас с линейками. Вы должны понимать одну главную вещь: мы в магазине в нашем дерьма не держим, либо держим недолго. Вот, к сожалению, у нас попадаются некачественные вещи, как в любом магазине, но мы не гонимся там за маржой или за большим объемом продаж. Если динамик некачественный, у нас его в продаже нет, как правило. Поэтому в магазине Loud Sound вы можете только качественные вещи купить. Мы постараемся в ближайшее время больше знакомить вас с аппаратурой, которая есть в нашем магазине, с новинками, которые есть на рынке. Извините, что этот обзор, там нет экшена, нет котят, там нет разломанных стекол. Нужно снимать и такие обзоры, чтобы те, кто... Тёма окно предложил выбить. Давай. Все, это был Loud Sound. Всем пока, живите громко и качественно. И долго. И как еще? И не подавайте на меня в суд больше, пожалуйста. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Все, всем пока. Все это был Loud Sound. Сука, котят нету, чё правда? Ни котят, ни стекол. Хуйня какая, чё это так много? Ну, и дальше у нас тут все динамики пошли с терминалами, с зажимными. Тёма, что ты делаешь? Потому что я вас прекрасно понимаю. Кто-то не знает, что такое рупора, это, ну, как... Блять, какие рупора, что я говорю? Чё? А? Ну мы вот прямо сейчас снимаем. А что? А ключ есть у Тёмы? Если мы укакаемся? В раковину, что ли? Ну оставь, ты приедешь завтра в 10 же? Может, не будем вырезать, скажем, что мы не какаем в раковину?